Привет! Ты снова на канале IT User Help. В этом видео я хочу рассказать о том, как померить частоту сердцебиения, либо по-другому частоту пульса с помощью телефона, с помощью смартфона с операционной системой Android. Для того, чтобы померить пульс, нам потребуется смартфон с операционной системой Android, в котором есть камера и крайне желательно вспышка. Если вспышки нет, то в принципе тоже можно будет померить, но нужно сделать некоторые действия. И, соответственно, приложение, которое будет выполнять расчет нашего пульса. Я нашел 3 приложения, по отзывам повыбирал, по иностранным сайтам посмотрел, что рекомендуется, и выбрал 3 приложения. Одно на русском языке, другое на английском языке, но с понятным интерфейсом, буквально с парой кнопок, которые нам нужны, и одно приложение тоже на русском языке, но которое еще составляет кардиограмму, то есть визуально представляет пульс наш. Все эти приложения пишут, что несмотря на то, что пульс они меряют достаточно точно, не следует их использовать в качестве медицинского прибора и оборудования и полагаться полностью на показания этих приложений. Но в целом, как заявляют все разработчики, пишут, меряют эти приложения довольно точно. Итак, не теряя времени, давай приступим. Первое приложение называется уникальный Heart Rate Monitor, и для этого нам нужно перейти в Google Play Market и в поиске ввести слово уникальный на русском языке и Heart на английском языке. Нажимаем поиск. Нам нужно вот это приложение уникальный Heart Rate Monitor от разработчика Meet Your Need Production с такой иконкой. Скачиваем, устанавливаем и открываем. Интерфейс приложения выглядит таким образом. Здесь вверху настройки, но в принципе я ничего не менял в настройках, а сразу можно приступать к измерению. Для того, чтобы померить пульс, нам нужно приложить палец к камере смартфона, тыльной камеры смартфона. И если у вас есть вспышка, то прикладывать палец таким образом, чтобы он одновременно перекрыл и камеру, и вспышку. То есть подушечку пальца прикладываем к камере и перекрываем им же вспышку, если есть вспышка. Если вспышки нет у вас в смартфоне, то можете либо сзади пальца посветить фонариком светодиодным ярким, либо просто перейти в светлое, хорошо освещенное помещение. И еще один такой момент: не прижимайте палец слишком сильно, иначе кровообращение может измениться. Все понятно, приступаем к замеру. Прикладываем палец и ждем. И да, не следует шевелиться во время измерения пульса. После завершения измерения приложение выдало результат 74 BPM, 74 удара в минуту. Это значение пульса, которое приложение вычислило. И здесь мы можем выбрать, какое было состояние, и добавить комментарий. Это чисто для себя, чтобы хранить историю. Делаем какую-то пометку для себя, чтобы потом можно было сравнить наши измерения. Судя по таблице из интернета, для человека в возрасте от 15 до 50 лет минимальное значение 60, максимально допустимое 80 и средний показатель 70. То есть в моем случае
я уложился. Для людей от 50 до 60 лет 64 минимальная, 84 максимальная, 74 средний показатель. От 60 до 80 лет 69 минимальная, 89 максимальная, 79 средний показатель. Для людей от 12 до 15 лет 55 минимальная, 95 максимальная, 75 среднее значение. От 10 до 12 лет 60 минимальная, 100 максимальная, 80 средняя. И дальше 8-10 лет, 6-8 лет идет тоже на уменьшение. Точнее на увеличение, да. Для людей в возрасте от 1 до 12 месяцев минимально допустимая 102, максимально допустимая 162 и средний показатель 132. Ну, это судя по таблице из интернета. Не знаю, насколько можно ей верить. В вашем случае можете проконсультироваться с врачом, какой конкретно для вас является приемлемый показатель. Ну, здесь внизу показано средние значения, минимальное значение, которое вы замерили. Минимальное — это то за весь период использования программы, которая у вас была, замер минимальный 73, средний это 80 высчитала, и максимальное значение, которое я мерил, 105 было. Можете зайти в историю и посмотреть историю изменений. Второе приложение называется «Монитор сердечного ритма». Выглядит оно вот таким образом, интерфейс на английском языке. Ну а чтобы его скачать, нужно русскими символами. Ввести монитор сердечного ритма. От разработчика RIPS. Скачиваем, устанавливаем и открываем. Вот так выглядит приложение. Я изменил некоторые настройки здесь. Для этого нажимаем вверху слева 3 вертикальные полосы. Далее Settings. Далее Sensitivity. Стоит Low. Нам нужно установить High. Я лично установил High. Лучше показания стали. И здесь у вас, скорее всего, нет галочки, ставим Use Flash. Использовать вспышку. Нажимаем назад, прикладываем палец и нажимаем Measure. Замер окончен. Приложение насчитало 68 ударов. То же самое можем каким-то образом пометить. Нажать Save и далее хранить историю. Следующее приложение называется кардиограф. В поиске в Google Play Market заходим и пишем русскими символами кардиограф. И нам нужно приложение кардиограф от разработчика MacroPinch. Скачиваем, устанавливаем, открываем. Вот так выглядит приложение. Функционал такой же, как и в двух предыдущих, но
за исключением того, что пишет еще кардиограмму, то есть визуальное представление. И плюс показывает в реальном времени, сколько приложение насчитало. 92 удара в минуту. Можете перейти здесь вверху, у вас будут сохраненные кардиограммы. Плюс приложение сохраняет место на карте, в котором этот замер был сделан. Возможно, удобно будет для спортсменов, чтобы помнить, чем вы занимались в тот момент, когда замеряли, делали замер. Ну а сейчас я хочу поставить на паузу, сделать некоторые физические упражнения и замерить еще через какое-нибудь приложение пульс и посмотреть, что изменится. Итак, я отжался 20 раз сейчас. Посмотрим, заметит ли приложение подлог. Попробуем еще раз замерить пульс. Да, как видите, пульс увеличился, но не так значительно, как я до этого делал. У меня было до 102 поднимался. В общем, как видите, изменения есть в большую сторону. Вот 105 у меня было, я делал больше упражнений, делал замер. Сейчас меня хватило на 20 отжиманий. В общем, такие приложения, кому интересно, скачиваем, устанавливаем. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте любой комментарий. На этом все. Всем пока.